болты М12, продел, гайкой зафиксировал. Этой гайкой могу регулировать зазор. Вот там вот. И вот надел, и в общем здесь свободно все вращается. Второй блин ставлю на вот эти вот, то есть они уже как бы фиксируются. Там выемка в блину, и он ставится четко насквозь болт и зажимается прямо здесь вот в ступицу. Вот здесь резьба. Поскольку вот эта стойка делалась еще под маленькие ветряки, под маленькие лопасти, то уже лопасти большего диаметра не совсем корректно встают на эту стойку. В общем, пришлось подкопаться, чтобы хоть как-то провернуть эту лопасть. В общем, в данный момент произвожу балансировку, залил в эту лопасть полиэфирку, это самая легкая лопасть оказалась. В общем, ждем застывания, ну и окончательной проверки и балансировки. Весь процесс балансировки я уже снимал неоднократно, поэтому акцентрировать внимание на том, что и как делается, я думаю, нет смысла. Ну вот снова новый генератор на этой новой мачте, ну вернее уже можно сказать не новый. Генератор новый, это тот, что генератор сделан по военной технологии. Да, есть там ошибки, но генератор вполне рабочий, даже очень рабочий. И решил посмотреть, как он будет работать на ветру. Это новый ветрогенератор под названием Торпеда. Крутим, ставим, поднимаем, смотрим. Вот так вот в сборе выглядит ветроторпеда на мачте, готовая к пуску. В общем, по этой торпеде генератор использован тот, что сделан по военной технологии, как я уже говорил. И сам ветрогенератор была привязка к слову Тор, потому что генератор выполнен на Торе. Ну и в общем-то отсюда и пошло слово торпеда. Ну в итоге еще и форма оно что-то так напоминает. Значит, задняя часть полностью взята от первой версии Зубра. То есть все это осталось. Остался ломаный хвост. Ну, в общем, хвост я выклеил новый, а сама балка и сам поворотный узел с токосъемом и весь корпус вот этот из первой версии Зубра. Впоследствии на Зубре ставилось более мощный этот поворотный узел, ну а этот был невостребовательный. И здесь он довольно неплохо примастырился. Значит, защита. Хочу попробовать, вот как было на Зубре, защита только за счет ломаного хвоста. Ветрогенератор стоит на одной оси с мачтой. Вот как видим, все на одной оси. Ветроголовка не смещена, но за счет раскрутки винта винт старается уйти в сторону вращения, и при этом получается непроизвольная защита. Ну, или произвольная, я не знаю, как это сказать. В общем, как оно это все будет работать, как эта вся торпеда себя зарекомендует, мы посмотрим. В данный момент поднимаем. Вот торпеда заняла свое исходное положение. Снимаем с тормозов. Ветер маленький, в пределах 2 метров. Ну, я думаю, ему там на высоте и больше. Он, анемометр крутится довольно неплохо. Ну, в общем, снимаем, смотрим. Я думаю, должен стартануть. Погнали. О, шустро пошел. Как же всем показать? Сразу стронулся. Ну, будем надеяться, что все будет нормально. Потихоньку набирает обороты. И обороты он что-то и не набирает. Вот
как-то в таких пределах. То ли нагрузка на него большая, то ли ветер малый, то ли что-то там еще не так. Ну вот, ребята, есть, ожила торпеда, значит, увидела она ветер, и до этого она как-то вяло крутилась, но оказалось, что в контроллере, ну, в общем, неправильно были установлены параметры. Переставил я параметры, и все, ветрогенератор запустился, работает. И работает неплохо. В общем, до этого я его пробовал включать из своей 48-вольтовой системы только на одно плечо, то есть на 24 вольта. И максимум, что я видел, там что-то 400 с лишним ватт. Ну, то есть он не разгонялся, он как-то вяло. Но когда снимаю клеммы, смотрю, раскручивается, нормально раскручивается. Ну, в итоге сегодня вот переставил на 48-вольтовую систему и просто поменял параметры в настройках контроллера. И все, торпеда ожила, крутит и крутит довольно неплохо. По-моему, там даже 800 ватт выскакивало. Ну, сейчас мы, вот, ветер 8 до 10 метров на аненометре я видел. Анемометры у меня, ну вот, прям на массе. То есть рядом с ветрогенератором. То есть показания довольно точные. Ну, в общем, резонирует корпус. Ну, крутит здорово. Не знаю, как будет отрабатывать хвост. Ну, покуда что, все нормально. Хотя по надежности я даже, в общем-то, не сомневаюсь, что там что-то так отлетит, даже если он раскрутится там и свыше 1000 оборотов. В общем, идем смотреть на показания. Так, ну вот, видим показания. И там сейчас пошла серия видеороликов, что ветрогенераторы не работают. Ну, понятно, без ветра они не работают. А плюс еще и с маленьким диаметром лопастей. Тем более получить с него какую-то мощность, ну это просто нереально. Показывают китайские ветрогенераторы, где диаметр лопасти 1,1 метр. 1,1 метр это обитаемая площадь 1 квадратный метр. То есть полезной площади с отбора мощности от ветра 1 квадратный метр. С 1 квадратного метра с винта можно снять, ну это на винту будет 100 ватт, это потолок там, а минус потери по проводах, минус КПД генератора и всего остальное, в лучшем случае это 50 ватт. Поэтому высота мачты и диаметр лопастей, ну соответственно под диаметр лопастей нужен и генератор, играет большую роль в выработке энергии. Вот в данном случае это небольшое ветроколесо, там 2,80 всего. Но зато сегодня хороший ветер, поэтому как бы и более-менее нормальная мощность. А если ветра нету, понятно, то какая там будет мощность. Там в лучшем случае 20-50 ватт будет. Понятно, что такой ветер не постоянен, то есть это надо жить где-то возле моря, чтобы днем и ночью выработка была постоянной. Но тем не менее, с хорошими лопастями, ну я имею в виду хотя бы с диаметром там от 3 метров и выше, то помощь от ветрогенератора чувствуется и очень хорошая. То есть если перевести всю площадь, полезную площадь СБ панелей в площадь, обитаемую ветроколеса, то ветрогенератор намного бы переплюнул выработку энергии от солнечных панелей. То есть здесь смотря как смотреть на это все. Понятно, что каждый делает для себя выводы, да, затраты на мачту и на все остальное, ну и соответственно местность. Ой, да и много-много чего параметров и обслуживания. Ветрогенератор
требует себе большего внимания, чем солнечные панели. Панельки там что, ну поставил на юг и забыл, есть солнце, они работают, нет солнца, они не работают, так же само, как и ветротехгенератор. Есть ветер, он работает, нет ветра, он стоит. Поэтому сравнивать, что лучше, что хуже, это все равно, что сравнить, что лучше, яблоко либо груша. То есть это устройства, которые однозначно должны быть в любого альтернативщика. Причем оба из этих устройств. И в дополнение к этому всему еще есть возможность там, значит, получать энергию из земли, еще там, то есть вариантов много. Если люди живут возле моря, то почему не получать там даже ту энергию с воды? Если учитывать то, что если люди живут возле какого-то потока воды и сравнить электростанцию, гидроэлектростанцию с той же солнечной системой либо ветрогенератором, то последние два альтернативных источника будут просто отдыхать. Потому как вода днем и ночью, зимой и летом она текет и вырабатывает энергию. То есть все соизмеримо в каких-то понятиях. Вот ветер поднялся, нехилый ветер. Так, посмотрим максимальную мощность, которая была на этом ветрогенераторе. Вот, киловатт уже был на этом ветрогенераторе при 558 оборотах. Кстати, все параметры соответствуют тем, которые я снимал со станка. Вот такие вот параметры были сняты на токарном станке. То есть эти параметры полностью соответствуют параметрам, полученных на ветре. Так, выходим с этого. Так, ну отлично крутит, отлично. Но ветер хороший, конечно. Ну, в общем, на таких вот хороших показателях мы завершаем это видео. Всем добра, позитива, отличных конструкций, побольше альтернативной энергии. До новых видео, друзья. Пока.